Всем привет, с вами Норка. Вот, мы будем сегодня играть здесь из полиц. Короче, типа полиция, вот, да. Типа. День 1, июль 15, понедельник. Мэрия подтвердила слухи об остановке Джека Бойда. Мэр Ротшер. Короче, почитайте. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. But even that... I learned a... Так лучше. Доброе утро. Доброе. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Сюрприз, мэр обсуждал это со мной. Я ждал подобного дерьма от мэра. Какая разница? Вы знаете имя своего приемника? Нет, думаю, это кто-то новенький. Думаю, это будет сотрудник департамента. Какая теперь разница? Думаю, это кто-то новенький. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кодрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаю, он может передумать. Может быть. Хотя Кендрик оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Чушь, я не знаю, да, если это полезно. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли бы стать причиной вашей отставки? Определенно. Спасибо. Не за что. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Так. Таблеточки. На кота. As soon as I heard the rude,
White Summer's Простите, Mayor просто Roger, пропустил he never сразу. shut in the Jack. Well, Не это. soon. there. Don't sit now. Then how? You had a 100. Чтобы I have a new. I'll do my. Quit smoking. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Star? Yes? Go fuck yourself, Troy Star. Что? Окей. Допустим. Что такое было? Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. Да, все понятно. Я 60-летний шеф полиции, несколько месяцев от отставки. Будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Так, смена Б. Окей, начать день. What the fuck is going on? Допустим. Ну, давайте... Какие у нас тут? Ну, вот этого и этого. Торговый центр Everyday. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колесом попал бомж. Едьте. Драка. Кинотеатр Last Rush Show. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданский Кейн» в зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Едьте. Ни хрена, блин. Ну вот. Какая проблема? Преступник скрылся, офицеры невредимы, гражданские невредимы. Ни хрена ж себе. С какого-то хрена. Наверное, из-за дождя. Давай себя. Вооруженное ограбление. Пригород. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет. Короче, ясно. Поехали. Блять, у меня один остался. Сейчас ждем. Все, приехала. Поехали. Едьте. О! У дома Брауна действительно стоит та самая машина из окна гостиной, доносится стонный громкий смех. Пробраться в дом через открытое окно, включить сирены, прокричать, постучать в дверь, открыть полиция.
Ха-ха! Ура! Повезло. Допустим. Нападение. Да ёшкин. Повезло. Плюс 10 каждому. Прайс. Совершить день. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And the people, meanwhile... Jack, please... Все. Чекпоинт. Чекпоинт. О, лычки. Я думаю, вот дать лычок. И... Так будет лучше.
голова. Вот так. Персонал. Фото офицера, фото детектива. Так. Получается, сейчас будут 3 детектива, да. Здесь вот детектива там. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так что лучше дать смене Б. Кого же дать? Против у нас смену Б. Дела. Часть участок. Так. Бизнесмен Джонсон прямо сейчас наблюдает из окна, как 2 подростка царапаются на его новой машине. Неприличный рисунок. Царапают. Царапают, да, царапают. Да. Бу-бу-бу. Отчет. Посмотрим. Преступник скрылся. Издевайтесь. Давай его. Поехал. Вандализм. Опять преступник скрылся. Да что ж такое? Как так-то? Как такое может быть? Лол. Это чё? Так, так. Охотно. Ёп. Угроза самоубийства. Ну блин. Ну и хрен. Урод. Паскуда. Вообще. Охренел. Как так можно? Чего? Я ж не закончили же еще. Вы чё? К вашему приезду клоун монстрон, пудель, шариков сосисок, а вокруг него катается детвора. Внимательно наблюдайте за клоуном. Форму вашей клиентов. Хе-хе-хе-хе. Получили. Доза самоубийства. Преступник скрылся. Что? Офицер недотёпы, блин. Чекпоинт. Чекпоинт.
ехать на работу. What the Whenever I'm alone. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, another in my life. But Laura, the in-law, so we have an agreement. But I can't. Hello. Mrs. Markham, this is... Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't. At my... Oh, you're an old man. Maybe you think I'm... And you... Let's... У меня сегодня крайне сильный приступ тревожности. Я не могу ни на чем содержать. Можно я пойду домой? Да, ну приходи завтра. Ёпт. Окей, начать день. Это что у нас такое? Порча имущества. Вот это криво. Не, лучше оставить на всякий случай. Ситуация в последнее время заставила много проблем. Эти люди выслеживают чернокожих, страны и сбивают их до смерти. Недавно они послали сообщение на всеместные радиостанции, в котором пообещали бить всех черных врачей, пожарных и полицейских. Нам не нужны лишние трупы, особенно за несколько месяцев до выборов. Стриптиз набирает популярность, многие граждане поддерживают их. Вот есть 2 дня, чтобы уволить всех чернокожих сотрудников по избежанию социальных напряжений. Ну, допустим... Что это сделал? Ну как это сделал? Даже детектива придется уволить? Серьезно? На С. Убийство. Так. Эрик Грихам, пьяный свидетель преступника, видели все садини, стреляли вроде из автомата, я не разглядел. Мистер Грехман. Сосед, я слышал несколько приглушенных хлопков. Он
явно получил по заслугам, давно напрашивался на проблемы. В последние дни много с кем-то ругался. Я не запоминал машину, а звуки были очень тихие. Я и подумать не могла, что это выстрелы. Полиция в наши дни ничего не делает. Я сам едва не погиб, вышел за лекарствами, меня чуть не сбил какой-то идиот. Да уж. Вызов водителя на безопасном расстоянии, обыскать машину, опустить очевидцев. Ёшкин кот! Это да. Полная досада. Мы смену Б, да? Четыре дня работает. Ее уже убили. Офигеть. Нифига я. Вот так. Просто. А. На, вот иди. Может, опыт получишь, кто знает. Все возможно. Это Sunrise был, если что. Он у меня в гостях. Открыть исследование. Молодцы. Ну, драка. Бармен сообщил, что танцовщица поссорилась из-за чаевых и начала драться прямо на Ни хрена ж себе. У них что там уже катушка съехала? Ох. Да. Отчет. Шеф, я почти прищучил этого япошку. Но он оказался слишком быстрым для меня и выиграл по очкам. Правда, я толком не знаю правил, так что мало и что это Казуки насчитал. Зато после поединка он показал мне пару приемов, и я так увлекся, что немного потянул спину. Пойду домой отлежусь. Да, окей. Угу. Издеваешься? Прайм на 100 стал больше, а был на 110, а было 5. Ух ты ж ё. На полудюйме включить музыку и зажать верхний свет, достать пистолет из кобуры. Девушки не ссорьтесь, серьезно! Достать пистолет из кобуры. Стриптизерша продолжают драться, а не обращая внимания на полицию. Попросите у бармена ведро холодной воды. Блять, Веруша все наблюдает за стриптизершей. Не вмешиваться, залезть на подиум и попробовать разнять их. Конечно же, воды попросим. Ох, ёшкин. Что, поняли преступника? Молодцы. Интересно, если я не уволю их, что будет?
Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Таблетки, серьезно. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the Mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police... And here I am. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a Mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Заведи ты себе уже новую машину. О, проблема, у меня два чернокожих, офигеть. Ох, я пошел. О, зарплата. Ха-ха.
Завтра истекает срок от мэрии. Блин. Чё делать? Прибавка. Блин, что будет, если я не сделаю этого? Нет? Ладно, пока не найдется новый кадр, я ничего делать не буду. Ёптай. Ну ладно, хрен с ним. Дела. Мэрия. Ёпта. Прости, пацан, пожалуйста, я не хотел. О, такой приказ мэрии. Жалко. Ну, домой. Джек, продолжай нас радовать, и мы позаботимся о том, чтобы твои последние дни в департаменте были предельно комфортными. Не за что, уроды. Вообще скотина. Просто. Так, как так можно? На смену А. На смену А. На смену Б. А ее не смогу сделать. Это же черный. Не. А, подожди. Магазин есть два выхода. Я несколько людей. И несколько людей бегают оттуда, войти в магазин через главный вход и выехать в витрину магазина на служебной машине, подкрасться к черному входу. Мужчина с чулком на голове заметил полицию и взял в заложники кассира. Преступник представлял это пистолет в голове заложника и орет назад, или я ему башку отстрелю. Кассир мерзко кричит на непонятном языке. Показать грабителя заткнуться и бросить оружие. Приказать кассиру заткнуться. Молча прицелиться в грабителя. Грабитель занервничал. Не стрелять, я прошу вас. Мне просто нужны деньги. Я возьму немного и уйду. Никто не пострадает. Кассир начинает плакать. Выстрелить в грабителя, сказать грабителю, что он покинет этот магазин или в наручниках, или в мешке для трупов. Пообщаться, не стреляя в грабителя, если он отпустит заложника. Да what the fuck? Боже мой, вы серьезно? Вы это так пошутили? What the fuck? Убили двух! Просто пипец какой-то. Сегодня очень жарко. Многие отправились купаться. На прошлой неделе на пляжах Фрипура
Отправься. Отправить. Какой придурок это сделал, не пойму просто. Я не могу, я никого нет, жаль. Да бля, издеваетесь. Давайте быстрее возвращайтесь. Давай, возвращайтесь быстрее, суки ебучие, а? Ну как так можно? Ну наконец-то. Блять, я только один, пиздец. Что ж делать, придется. Это ж какой-то пипец просто. Сказали уволить всех чернокожих. Бью этих сук просто, Мэри. Расследование. Ограбление. Хорошо. Ждем. Драка. Да! Прекрасно. Опять скрылся. Это чё ж такое? Это чё вы, полиция такая? Фу на вас. Просто какие дебилы. Хоть расследование. Все, сделали раз. Вам необходимо отправить 2 офицеров. Ох ты ж, ёшкин кот. Да блин. Людей не хватает просто. Это ж капздец какой-то. Спасибо. Давайте одного офицера, пожалуйста. Ну, какой-то капздец, ей-богу. Короче, всем пока, с вами был Норка, и тут был Санрайз тоже, который ни хрена не поздоровался, ну и хрен с ним. Подписывайтесь, и с вас лайк, наверное, как хотите.